Добро пожаловать на канал MMO Insights. Сегодня будет обзор игры Last Oasis. Перед созданием обзора я прилично поиграл в игру, чтобы информация была наиболее актуальна и корректна. Last Oasis — это многопользовательская выживалка-песочница с фокусом на масс PvP и контроль территорий. Это означает, что вы соло или в группе игроков будете создавать всю необходимую инфраструктуру, включая экипировку, станки, дома, средства передвижения, в данной игре волкеры или ходуны, многое другое, добывая все необходимые ресурсы самостоятельно или забирая у других игроков. В группе игрокам проще достигать поставленной цели и защищать себя, поэтому появляются большие кланы, которые воюют между собой за контроль над территориями и ресурсами. Мир — это большое количество оазисов, каждый из которых является отдельной картой, на которой можно добывать ресурсы или строить дома. Размер каждого оазиса — это примерно 20 минут бега от края до края. Кланы могут устанавливать контроль над оазисом, что позволяет им автоматически получать налог 10% от всех торговых сделок и добываемых на оазисе ресурсов. Основной ландшафт оазисов — это микс пустыни, лесов, холмов и каньонов, по которым вы будете перемещаться на ходунах или волкерах. Волкеры — это одна из уникальных особенностей горы. Это средство передвижения, движущееся с помощью механических ног и парусов. Существует большое количество видов волкеров под разные задачи, от сбора ресурсов, торговли до войны. Можно улучшать как отдельные характеристики волкеров, так и добавлять в них дополнительные бонусные модули. На волкеры можно ставить оружие, производственные станки и другие элементы. При перемещении на волкерах довольно неплохо учитывается физика, учитывается вес, форма, скорость волкера, наклон и поверхность. Все это добавляет динамики в игру. Помимо этого, вы можете строить деревянные дома и перемещать их в волкерах. Это позволит вам путешествовать по миру. Игра запоминает компоновку дома и автоматически будет погружать или разгружать его с волкера. Можно построить более защищенные стационарные дома, что, конечно, займет больше времени и ресурсов. Со временем солнце будет выжигать, то есть уничтожать оазисы. Это не позволит игрокам вечно находиться на одном и том же месте, заставит их двигаться и бороться за новые территории. Единственный обязательный ресурс для жизни – это вода. Никакой дополнительной еды или витаминов, как в других играх, не нужно. Вода также нужна для перемещения между оазисами, возрождения и производства. В игре нет классов, вы можете использовать любое оружие и броню, играть в любом стиле. С ростом уровня персонажа вы будете получать очки, которые можно распределить по 4 базовым характеристикам: урон, здоровье, выносливость и подвижность. Существует большое дерево технологий, которые можно изучать, собирая в мире фрагменты и таблички. Умения разбиты на категории: витамины, снаряжение, изготовление, строительство и волкеры. Со
Со временем вы можете открыть хоть все технологии, на это нет ограничений. Нельзя взять противника в цель. Тут так называемый non-target combat. Вы не можете гарантированно наносить повреждения противнику. Нужно войти в зону поражения, выбрать направление удара и попасть по противнику. Противник может нанести ответный удар, разорвать дистанцию или выбрать направление блока. Успешный блок полностью предотвращает урон. Возможен урон по своим, так называемым friendly fire. Если во время удара вы случайно заденете дружественного игрока, то он получит урон. В игре присутствует full loot PvP. Игроки могут нападать друг на друга, и победитель забирает все, что было надето и содержалось в инвентаре побежденного. Нападение на других игроков никак не наказывается, нет никакой игровой системы репутации. В начале игры доминирует зерк, то есть количество игроков, просто за счет того, что вас могут окружить, у вас всего один запас здоровья. Качество снаряжения также дает большое преимущество, но если ваш навык блокировать удары или правильно двигаться во время боя выше, чем у противников, вы можете выиграть в одиночку даже у группы игроков с лучшим снаряжением. Теоретически вы даже можете сделать этого, не пропустив ни одного удара. До того, как вы не научитесь грамотно двигаться и использовать крюк-кошку, возможно, вам будет не хватать динамики в бою. Крюк-кошка — это одна из особенностей игры, хорошо знакома тем, кто играл в Ark или Atlas. С помощью крюка-кошки вы можете забираться на различные постройки и ландшафт, менять позицию во время боя или даже передвигаться в стиле Человека-паука. В игре почти нет безопасных зон, за исключением парковки ходунов вне карты, оазисов и временного иммунитета на торговых станциях. Ваши волкеры или дома могут в любой момент зарейдить, то есть сломать их защиту или стены и забрать все содержимое. С другой стороны, добывать ресурсы для рейда сложнее, чем ресурсы для постройки стен или волкеров, что в конечном счете не позволяет игрокам рейдить все подряд, приучает делать это очень избирательно. Для рейда волкера достаточно разрушить половину его защиты, это не разрушает волкер и позволяет отремонтировать его и использовать дальше. Вам будет сложно играть соло в Last Oasis, если у вас нет значительного опыта в похожих играх, например Rust, Ark или Atlas. Большие кланы постоянно дерутся за контроль над оазисами, что позволяет им получать налог с игроков, добывающих ресурсы, а также забрать ресурсы проигравшей стороны. После захвата оазиса некоторые кланы устанавливают на нем мирные законы, запрещая PvP без причины. Это стимулирует приток игроков, и клан может получать больше ресурсов в качестве налога. Для строительства, производства и ведения войн в игре постоянно нужно добывать большое количество ресурсов, как с помощью инструментов, специально созданных волкеров, так убивая человекообразных обезьян, которых называют руппу. На данный момент в игре нет такого понятия, как боссы или PvM-рейды,
но есть большой кораб, который производит неизгладимое первое впечатление на новых игроков. Существуют более редкие качественные ресурсы, которые добавляют бонусы созданным из них предметам и волкерам. В игре есть торговые станции, где вы можете продать или купить товар за местную валюту, но эти места не пользуются популярностью игроков. В игре популярна система личного обмена одни ресурсы на другие. Одна из основных проблем на данный момент – это оптимизация игры. При нахождении на Оазисе более 120 игроков одновременно иногда падают сервера с последующим небольшим откатом. В массовых битвах может драматически просесть FPS и появляться лаги. Другая серьезная проблема, которая может появиться в будущем, это скорость прогресса в игре. Прогресс слишком быстрый. Уже в первые дни игрок может построить несколько видов волкеров и достигнуть среднего уровня снаряжения. Далее идет сбор табличек и качественных ресурсов, изучение создания топ-волкеров, постройка базы. У активных игроков и кланов это занимает около месяца. На этом этапе достигнуто более 90% контента игры. По сути, остается только экипировка и улучшение качества железа. Быстрое достижение всего топ-контента может привести к потере целей для большого количества игроков. С другой стороны, официально Last Oasis находится только на pre-альфа этапе. Что касается багов, то их количество минимально. Проект уже сейчас находится на довольно высоком уровне. Если разработчикам удастся решить проблемы оптимизации и регулярно добавлять контент, то игру ждут большие перспективы. Кстати, Last Oasis уже доступна в Steam. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые ролики. Увидимся.